Всем привет! Вы на канале Aquaриумов. И сегодня я хочу попробовать запустить культуру трубочника. И попробовать его разводить в домашних условиях. Я не знаю, у меня был опыт Олофорус, у меня был когда-то, я разводил трубочник Изя, или как он там, домашний трубочник называется. А это вот я купил в магазине, называется просто трубочник, Tubifex. Спросил, что это. Ну, они не знают, что такое понятие трубочник Изя, как я не пытался объяснить. Ну, кто первый раз на канале, я нахожусь в Австрии, и тут пытаюсь это все запустить. Вот. Спросил я, дикая это порода или культивированный. Он сказал, что весь корм культивированный. То есть, по идее, он должен быть безопасен в плане каких-то там переноса неприятных загрязнений, инфекций. Вот. Ну вот я хочу попробовать его заселить в такой же накупку и кормить овсяной мукой, как я это делал с Олофорусом и трубочником Изи. Ну и если у кого-то был опыт или кто знает, что это за трубочник, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, получится или нет. Ну, такую я взял маленькую емкость. Тут губка 2-сантиметровая толщиной. Ну, маленький судочек для старта. И сейчас сюда часть посадим. И остаток брошу вот сюда сомиком. В прошлом ролике я показывал, что их отсадил на нерест. Но пока тишина, пока никаких нету. Тут я их вот подкармливаю гриндалем. Ну, я знаю, что коридоросы очень любят трубочник, и что способствует нерестам. Ну, вот закину им. Вот перелил я их в емкость, промыл. Ну, вот так выглядит. Ну, внешне, я не знаю, похож больше на Олофорус. Как змейка, да, еще называется. Вот часть сейчас. Сомиком бросим. Ну, я, конечно, еще больше брошу. Сейчас так руками плохо его брать. Наверное, возьму пинцетик и переложу на губку и в аквариум. Воды наливаю буквально еле-еле до верхнего края, не доходит. Я смотрю, так можно было, конечно, и... Это я... Есть еще была еще более меньшая порция. Я подумал, что будет мало. Можно было меньше. Самую маленькую порцию. В этой порции... Сейчас я гляну, сколько, чтобы быть точным. Так. 80 миллилитров.
а та самая маленькая 45 миллилитров. Маленькая та евро, ну, что-то с небольшим. А это 3 евро стоит такая порция. Вот. Мелкопористая губка. Ну, а потом лучше будет вот взять такой контейнер повыше, если запустится, все нормально будет, чтобы повыше был контейнер, губку побольше, практически по всему, на всю площадь этого контейнера. И в крышечке дырочки. И так будет разводиться она. Вот кормлю я и этого, ну, гриндальского червя. Кстати, покажу вам. Хорошо стартанул он. Вот так. Видите? Вот это все. Сейчас покажу, как рыбки его кушают. Очень они его с удовольствием употребляют. Вот и эти рыбки очень хорошо едят. Видите, тут есть еще меленькие всякие. То есть это очень хороший корм и для поднятия мальков. Тут есть для меленьких совсем малечков корм. И для взрослых рыб. Тут уже сомик только что подплывал, интересовался трубочником. Так, немножко я тут замельтешил туда-сюда, так что извините. Заодно у нас тут такая получилась и кормежка. А вот, кстати, я говорил, что тут один гупик. Вот, смотрите, вот. Видите, с каким хвостом? Что-то уже такое, как не на эндлера похож, а как на обычного. Хотя тут, ну, только эндлеры. Не знаю, откуда пошел. Вот, кстати, про полочку сделал. Вот как открылся аквариум. Ну и тут тоже кубик. А тут сомики.
Так, ну и вот хотел показать, как я кормлю его. Покупаю я уже готовая мука овсяная, перемолотая, но она такого довольно-таки грубого помола. Самостоятельно я знаю, что там многие покупают геркулес и сами перемалывают его. Ну, я вот покупаю уже готовую, и все отлично. Так, ну и попробуем нашим новым. Для начала чуть-чуть, как оно вообще воспримет они его. Ну вот, по идее, они должны там заселиться в эту губку. Ну, посмотрим, как будет. Так что гриндаль у меня уже есть. Теперь хочу, чтобы у меня еще был трубочник. Вот такая мука. Вроде и на изю похожи. Я, честно говоря, не знаю, кто специалисты. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Был довольно-таки чистый, запаха никакого не было. Но все равно я промыл немножко. Вот сторисомки. Ой, сторисомки, ларикарий. Ну, вот смотрите, вот это вот самочка ж. Ну, я не могу сказать, конечно, что сильно полная. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых роликов. Всем спасибо, кто смотрит, кто комментирует. Всем спасибо за поддержку. До новых встреч. Пока.